Здорово-здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Перегарик. Поздравляю тебя, друг. Приз я отправил тебе на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло, для вас у меня новый розыгрыш. Эти вещи дал снова здорово. Спасибо тебе за поддержку канала и братьев Сталкеров, друг. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 15 апреля. Розыгрыш проходит на сервере EU1. В прошлой серии по прокачке персонажей я завершил квест Горелого искажения эфира и затем отправился на Гурман, откуда мы сегодня с вами и начинаем. Первым делом я проверил почту на предмет проданных товаров, которые я выставлял на доску. К моему счастью, все дорогостоящее оборудование было продано, а именно М16, полученный с квеста нулевой экземпляр, и малый контейнер для артефактов. Зафиксировав прибыль, я пошел делать задание от Горелого, пошел по Абрикосовой, стал на исходную позицию, связался с ним по рации и отправился в патруль. Пробегая по заброшенным улицам и разглядывая местные пейзажи, я ничего подозрительного на них не заметил. Сделав полный круг, квест завершился автоматически, после чего я отправился снова к Горелым для получения халявной от него рации. Пока я бегаю куда-либо и где-либо, я всегда разделываю и обыскиваю мутантов. Делаю это для того, чтобы в дальнейшем мне было меньше обыскивать и резать мутантов для получения достижения охотник и что в ваших карманах. Я специально заостряю на этом внимание сейчас. Забрав заслуженную рацию Горелого, я отправился сразу же к Гришковцу, в квадрат F82. Сдаю ему квест «Аномальный учет дробилка» и сразу же беру следующий «Аномальный учет катапульта». Прямиком от Гришковца я побежал на Гурман, чтобы выложить на склад все собранное барахло и продать подушки, полученные за квест, пока они не стухли. Следующей целью было посетить локацию аэропорт. При первом переходе Сава Кочетков просит меня принести ему 3 автомобильные свечи. Я-то сталкер со стажем, поэтому взял их сразу же с собой. Отдаю автомобильные свечи и прохожу на аэропорт абсолютно бесплатно. В последующем переход будет стоить мне 30 тысяч. Хочешь, чтобы переходы на локации были в 2 раза дешевле? Вводи промокод Nixon в меню игры. Он подарит тебе премиум статус на аккаунт. Премиум весьма полезная и нужная вещица, особенно на старте игры. Мало того, он снизит плату за переходы в 2 раза, так еще и удвоит получаемый опыт в игре, увеличит шанс дропа редких вещей с мутантов и многое-многое другое. Промокод работает абсолютно везде, Steam, ВК или Launcher, это совершенно не важно. Вводи промокод Nixon и забирай свою премию абсолютно бесплатно, сталкер. По пути к Николаю Мирному я забежал на хутор к Роме Сибиряку, взял там точку возрождения, поговорил со всеми местными обитателями и пошел дальше. Также попутно заскочил на аэропорт и поговорил со всеми местными зеваками. Далее проследовал уже до дамбы к Мирному. Николай меня уже ждал и был осведомлен о моем визите. Разговариваю с ним про новый путь до Эгиды. Николай, конечно же, не против, чтобы я им воспользовался, но для начала мне нужно заработать доверие, выполнив несколько заданий. Кто бы мог подумать. После завершения диалога с Мирным я получаю задание «Глубины радиоэфира». Отправляюсь к местному меломану Карлу, чтобы обсудить с ним поставленные Николаем задачи. Тот, в свою очередь, меня отшивает, типа попробуй сам сначала выйти на связь, может быть и получится, ну а если уж не выйдет, то ко мне приходи. Нужный по квесту вертолет, возле которого нужно было вызвать водолаза, находится в квадрате D5. Придя туда сквозь проблемные аномальные ущелье, к слову, ходить я там буду сегодня не один раз, я попытался вызвать водолаза, который на связь, к сожалению, так и не вышел. Теперь я отправляюсь к Карлу за помощью. Быстренько умираю, чтобы не терять время, появляюсь на хуторе у Ромы Сибиряка и бегу в аэропорт. В аэропорту на доске я купил магнитный захват за 500 тысяч и расспросил Карла про свое задание. Карл любезно согласился мне помочь, но для того, чтобы собрать прибор, ему потребуются детали. 2 печатные платы, 4 микрочипа и 2 электродетали. Естественно, с собой у меня этого барахла не было, и я побежал за ним на Гурман. В деревне Гурмана я забрал со склада купленный ранее магнитный захват артефактов. Купил с доски себе нужные компоненты для Карла. Купил экран альфа, который потребуется в дальнейшем по этой же линейке квестов. Ну а так как на Гурмане этот экран никто не продавал, поэтому пришлось взять его в поселке Радиус и отправить посылкой к себе на Гурман. А пока посылка идет, я решил не терять время даром. Собрал все кабаньи шкуры с салом и пошел на болото продавать все это дело шкурнику. Продав все на 500 000, я пошел пытать удачу на болотах по квесту артефакт Верлиока. По нему мне нужно было именно самому найти резину бета в указанной области на карте. Сказать честно, я недолго там бродил до первого артефакта, но им оказалась резина гамма. Некоторое время спустя я все же нашел нужную резину бета. Повесил ее на пояс и побежал сдавать квест профессору Шлеймовичу. Сдал квест и получил довольно хорошую награду за него. После чего мне пора было отправляться на Гурман, так как моя скоропортящаяся посылка уже давным-давно достигла своего адресата. На обратном пути в случайной аномалии я нашел антиграф Альфа, и мой маршрут слегка изменился, так как теперь уже надо было заглянуть к Сизифу, чтобы отдать ему найденный антиграф по квесту. Сдав антиграф, я получил солидное вознаграждение за довольно-таки непыльную работу. Следующее задание от Сизифа было алфавит зоны или Сизифов труд, но выполнять его я не спешил, поэтому продолжил следовать до деревни Гурмана. Придя в деревню Гурмана, я забрал экран Альфа с посылки. Также забрал со склада нужную электронику для Карла, починился, потащился, закупился провиантом, медициной и выдвинулся в путь на аэропорт к Карлу. Уже глубокой ночью я прибежал в аэропорт, подошел к Карлу и отдал ему нужные детали.
Далее Карл сообщает, что нужно проверить некие узлы связи, а для этого мне потребуются артефакты: экран альфа, стабилизатор альфа и подушка альфа. В первой точке B24 мне нужно было присоединить устройство Карла к электрощитку. Соединить провода: синий с красным, зеленый с черным и красный с белым. Затем поместить в шкаф экран альфа. Но не учел я следующего. Для этого квеста мне требовался не только экран альфа, но еще подушка и стабилизатор альфа, которых у меня с собой, к сожалению, не было. Я пошарился по округе, и по какой-то счастливой случайности мне все же удалось найти одну подушку альфа в аномалии. Но поход до деревни Гурман это все же не отменяло, так как стабилизатор я так и не нашел. Придя на Гурман, я купил его с доски за 90 тысяч и быстренько отправился снова на аэропорт доделывать этот квест. Справившись с угрозой, я положил стабилизатор альфа внутрь шкафа и принялся присоединять устройство Карла. Соединив провода: синий с красным, зеленый с черным и красный с белым, все сработало как надо. Следом отправляюсь к Ветриченко убедить его перенастроить радиочастоту. Ветриченко стоит на самом верху метеовышки, найти его не составило большого труда. Ветриченко сообщает мне, что нуждается в десятке метрах кабеля, и отправляет меня за ним к Шепелеву. Шепелев, в свою очередь, советует мне обратиться к Федору Сальникову. Это механик аэродрома, стоит он в ангаре рядом. А Сальников предлагает мне поискать кабель в одном из ангаров аэропорта. Гениально! Отфутболили из угла в угол как только могли, а теперь мне еще и искать его самому пришлось. Кабель я нашел, он действительно валялся в ангаре, только вот оказался слишком тяжелым, и до Ветриченко мне пришлось кондехать на перегрузе. Отдал Ветриченко кабель, поговорил с ним по поводу перенастройки частоты и отдал подушку альфа. После закрытия диалога я связался с Карлом, используя свою рацию. Сообщил ему, что все сделал, как он и просил. Карл сообщил мне новое место попытки связи с водолазом. Оно оказалось совсем недалеко от метеовышки, свалка в квадрате D3. Карл во всех своих бедах подозревает местного бомжа, что тот, мол, украл у него генератор и просит поговорить с ним об этом. Спускаюсь на первый этаж и общаюсь с местным дедом. Дед просит меня осмотреть холодильник, который находится в логове пауков, и принести ему какой-то сверток. А в холодильнике вместе со свертком находится и якобы нужный мне генератор. От безысходности мне просто пришлось согласиться на это задание. Но пока я нахожусь тут, заодно заскочил наверх к Шепелеву и передал сводки погоды от Ветриченко. Затем попытался сделать задание от деда на холодильник в логове пауков, но с треском его провалил. А так как мне уже нужно было уезжать, на этом я решил закончить свою трансляцию и оставить это паучье дело на следующий день. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий, это очень важно для меня. Ведь каждый комментарий и подписка поднимает мою мотивацию на создание нового уникального контента для вас. Спасибо всем неравнодушным, увидимся в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.